Мария София Фредерика Дагмар, датчанка, которая стала русской императрицей, выйдя замуж за Александра Александровича Романова, императора Александра III. Я очень тепло отношусь к этой паре, умные были люди. На самом деле, Мария Федоровна сильно не любила Александру Федоровну, жену своего любимого Ники. Николай II, очевидно, был неплохим человеком, но обладал не теми качествами, которые нужны для царя. Ну да ладно, об этом много уже сказано, и как-то даже неудобно повторять мысль в очередной раз. Впрочем, от фигуры Николая мы с вами в этом видео отойти не сможем, потому что речь будет о его матери, точнее о периоде ее жизни, который начался после революции. В 1915 году Мария Федоровна, как писали в издании «Наше наследие», основываясь на архиве самой императрицы, слезно просила своего сына Николая не брать на себя главнокомандование. Она лучше других знала российского императора и понимала, что ничего хорошего из этого не выйдет. Все правильно понимала, но Николай не мог отказаться. Не мог, потому что считал себя русским самодержцем, следовательно человеком, который должен заниматься всеми важными вопросами. Не рассчитал сил? В 1916 году Мария Федоровна окончательно перебралась в Киев. До этого только выезжала изредка в этот замечательный город. Там у матери Николая было много дел. Она в прямом смысле занималась милосердием, контролировала работу госпиталей, следила, чтобы хорошо лечили раненых и так далее. Когда Николай отрекся от престола, Мария Федоровна все так же была в Киеве, но выезжала в Могилев, чтобы повидаться с сыном. Для нее все было будто в каком-то несуразном сне. Сначала отречение от престола, затем расстрел сына, невестки и внуков. Во все это Мария Федоровна поначалу отказывалась верить. Туда Мария Федоровна перебралась вместе со своей дочерью Ольгой и зятем Александром Михайловичем, великим князем. Крым считался идеальным вариантом с учетом особенностей времени. С полуострова можно было легко отчалить от родных берегов и добраться, например, до своей первой родины. В Крыму мать Николая II чувствовала себя странно. С одной стороны, ее никто не трогал, с другой контроль был тотальный. Местные большевики подумывали над тем, чтобы расправиться с женщиной, но сами инициативу в свои руки не взяли, как это возможно было в Ипатьевском доме, а указаний из центра не последовало. В 1919 году, когда стало понятно, что государство будет новым, Мария Федоровна на линкоре Мальборо отправилась в Великобританию. Она очень надеялась, что племянник и король Георг V окажет хороший прием. Георг, который, казалось, был так дружен с российскими монархами, не хотел никого принимать. Николая спасти не удалось, а Мария Федоровна тоже в Великобритании не задержалась, решив отправиться на родину, где правил другой ее племянник, Кристиан X. Оно не очень-то получилось. Кристиан холодно отнесся к тетке. Благо, что еще в 1907 году сестра Марии Александра прикупила дачку в Видере. Родственницы планировали проводить вместе время летом. Но вот сложилось так, что поместье стало для Марии Федоровны домом. Императрица поселилась там в 1920 году. Еще 8 лет Мария Федоровна прожила в Видере и оставила этот мир. Потеря сына и страны, скитание. Достойна ли она была такой судьбы? Думаю, что нет. Может быть, вы хотите со мной поспорить, но мне кажется, что большую роль сыграл уход из жизни Александра III. Он был хорошим царем, прекрасно понимал, что делал. Николай был не против стать монархом, он так и не дошел до того уровня, которому должен был соответствовать. Мудрого царя из него не получилось, а ошибки довели империю до гибели. История закончилась в 1928 году, но она и не закончилась. Изначально Мария Федоровна была погребена в королевской усыпальнице, рядом со своими родителями. Но в 21 веке представители Дании и России затеяли переговоры. В результате стороны решили, что прах императрицы будет привезен в Петропавловский собор в Санкт-Петербурге. Останки Марии Федоровны оказались рядом с прахом ее мужа, Александра III. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Загадки Истории и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.